Привет, оперативники, вы на канале MBAL и некоторые из моих подписчиков начали задаваться вопросом, а куда же подевалось публичное тестирование Waren Arms, намеченное на конец января этого года. И да, вы прекрасно понимаете, что это официальная информация от самих разработчиков, так сказать, их собственная цель, которую, к сожалению, они не выполнили. В общем, вся эта ситуация напрямую связана именно с разработчиками, а именно Дудетру, который прямо перед началом приватного тестирования Waren Arms для Patreon подписчиков заболел. И именно из-за этого различные сроки выхода тестирования игры затянулись, так что уже в конце февраля этого года вы узнаете еще больше информации по поводу публичного тестирования игры. Но помимо этого у меня есть что для вас рассказать, и пока вы ставите лайк, а также подписываетесь на данный YouTube канал, хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто на протяжении столь долгого времени поддерживает Waren Arms. И именно благодаря вам разработчики смогли собрать несколько тысяч долларов, за что вам опять же огромное спасибо. В общем, именно благодаря вашей поддержке разработчики усиленно переделывают карту Oasis, и ее новую модель вы можете видеть сейчас на экране. Не знаю как вам, но мне эта переделанная карта нравится намного больше, чем была старая. Тут намного круче планировка карты, больше деталей, а также Oasis наконец-таки стал более современнее. А самое крутое именно то, что эта карта появится уже в публичном тестировании Waren Arms, так что я жду не дождусь, когда разработчики наконец-таки наложат на нее текстуры. Но если вам по каким-то причинам новая планировка Oasis не понравилась, обязательно напишите об этом в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Но поверьте, это не все новости, и на данный момент разработчики ведут усиленные работы над улучшением, а также проработкой новой карты в Waren Arms. И уже сейчас она проходит стадию постобработки, и ее результаты вы можете видеть сейчас на экране. И на этих кадрах видно, что разработчики проделали огромное количество работы, а именно подтянули графику, улучшили освещение, а также сделали более качественные тени. Да, может быть кому-то из вас не понравится эта мультяшная графика, но это такая стилистика Waren Arms, и с этим ничего не поделать. В остальном же все выглядит очень даже на уровне, и процесс текстурирования одной из карт вы можете видеть сейчас на экране. Опять же, к сожалению, этот процесс достаточно долгий, но когда работа будет готова, вы будете впечатлены результатом. А пока что, помимо добавления различных функциональных, а также визуальных аспектов, разработчики не забывают и о добавлении нового игрового контента. И как вы знаете, в будущем в Waren Arms появятся ящики, и в одном из них вы сможете выбить вот такой красивый брелок. Опять же, все эти скины не будут влиять на игровой процесс, но выглядят они достаточно красиво и ничуть не хуже того, что мы видели в той же Call of Duty Mobile. Так что, как вы понимаете, с каждым днем Waren Arms становится только круче, и очень надеюсь, что в будущем она станет лучше, чем та же умершая Эриф 2. Но если каким-то образом я попаду на приватное тестирование игры, уже в следующем видеоролике на данную тему и расскажу об этом поподробнее. Мне же сегодня будет очень интересно узнать в комментариях, добавление какого нового игрового контента в Waren Arms ждете больше всего и почему. А на этом, к сожалению, у меня все. Сегодня с вами, как всегда, был ваш любимый MBAL, и до скорого!